Starting in English. Что ж, начнем по-английски. Very welcome, my ladies and gentlemen. Добрый день, добро пожаловать. And I want to talk a little bit about the fare-free transport. Я хотел бы немного рассказать о бесплатном общественном транспорте в городе Таллин. This is the outline of my presentation Это today. краткое содержание моей презентации. First of all, a little bit about Tallinn and Несколько слов о Таллине and Tallinn public transport. и общественном транспорте в Таллине. Then the strategic approach, Стратегический подход, implementation, стадия реализации and first results. и, конечно, результаты. So something about Tallinn. Несколько слов о Таллине. Tallinn is divided into 8 parts. Таллин имеет 8 районов, разделен на 8 частей. And together it's around about 160 square kilometers. Это, в общем, около 160 квадратных километров. And the inhabitants around about 430,000. И около 430 тысяч жителей. This is the numbers from the 1st of November in this year. Это данные на 1 ноября текущего года. 55% of the inhabitants are female. 55% семейных. Женщин, простите, да, фильм. And 45 then male. И 45, соответственно, мужчин. Something about figures. Немножко о цифрах. 48 of nearly 49% of the GDP. Около 49% ВВП страны. GDP in Estonia will be done in Tallinn. Производится в Таллине. So it has a very big importance for Estonia. Это имеет очень высокое значение для Эстонии. Then households. Домашние хозяйства. Around about 180,000. Около 180 тысяч. And this means average size of 2.2. И это порядка 2,2 человека на семью. For the transportation aspects, it's important. Что касается транспорта, то важным аспектом является The travelers into Tallinn and out of Tallinn because of work. Это поездки в Таллин и из Таллина на работу и с работы, соответственно. And this is around about 1/5 and 1/4. И вы видите, что это примерно 1/5 и 1/4 часть общих поездок. It has important economical impact on the budget of Tallinn. Это оказывает очень высокое влияние на бюджет Таллина. Because you need to understand the town of Tallinn gets taxes from the government, from the state government. Потому что нужно понимать, что бюджет города он определяется и положением Таллина в стране. Based on the registered residents. И определяется на количеством зарегистрированных жителей города. This means only if people living in Tallinn, the tax go to Tallinn. И это значит, что если жители живут в городе Таллине, то налоги как раз туда же и возвращаются. But the people who are living outside of Tallinn don't see anything. И те люди, которые живут вне города Таллина, никакого влияния на бюджет города в данном случае не оказывает. So this 24% it's a significant amount. То есть вот для этого случая, в этом случае, как раз и 24,4% оказывается чрезвычайно важны. In Tallinn existing around about 1,000 kilometers of streets. В Таллине около 1000 километров общей протяженности улиц. And 160,000 personal cars. Около 157 тысяч персональных автомашин. And this means it's around about for private use. Для частных целей. So from the people who are going to work using 40
При путешествии на работу примерно 41% используют общественный транспорт. And their personal cars, И 43%. персональный автомобиль 43,5%. For the complete movement into town, Если говорить о общем движении в городе, the amount of public transport is around about 40%, общественный транспорт составляет порядка 40%. but personal cars 26%. Персональные автомашины 26%. The rest is walking and per bicycle. А остальное это пешие и велосипедные прогулки, поездки. So about the public transport in Tallinn. Это теперь о общественном транспорте в городе Таллин. Line kilometers is 763. 763 километра протяженность общей линии. Yeah, the other numbers, for the other numbers important is 27 kilometers are separate line for buses. 27 километров выделенных полос. The number of lines you see here, И вы можете увидеть здесь количество линий with a big focus on buses. с существенным акцентом на автобусы. And the age of the transport vehicles, И можете увидеть, что средний возраст машин, используемых в общественном транспорте, он также несколько отличается. trolley buses are the oldest. И троллейбусы самые старые. So something about financing of the public transport. Теперь несколько слов о финансировании общественного транспорта. In the last year it was around about 32 В million прошлом году это было около 32 миллионов from the state budget, с городского бюджета. 12 millions from ticket sales. 12 миллионов, простите, это было оплачено из стоимости билетов. And from outside of Tallinn inhabitants 5 million. И также стоимость билетов для приезжающих извне города это вот 5 миллионов. Then looking a little bit on the costs. Теперь смотрим на затратную статью. Energy costs are around about 30 millions. Общие затраты на энергетику порядка 30 миллионов. Depreciation 7 million. Амортизация и прочее это 7 миллионов. If we are looking on the use of the streets, Если теперь мы посмотрим на использование улиц and the needed investments, и инвестиции, then for 2013 was planned 30 million investment. На in the 2013 год запланировано порядка 30 миллионов евро инвестиции. 15, this means around about half of this. И примерно половину из этого составляют затраты городского бюджета, Will be financed by the town. то есть финансированы городом, Then it's coming regular maintenance and cleaning а additionally. также их техническая поддержка и уборка. So some slides before we had the numbers that a significant amount is of use of the streets is coming from cars. Мы говорили несколько слайдов тому назад, что существенную долю составляет использование автомобилей. And this is a big problem, and how to come over it. Это реально составляет большую проблему. They were thinking in the government, okay, what can we do? И правительство серьезно задумалось, что же можно сделать. And besides the economical problems, А кроме экономических аспектов, экономических проблем, they found there's some ecological problems также имеют место экологические проблемы and social problems. и социальные. And in the strategic maps you can see this like here. И на стратегической карте вы их можете увидеть вот в данном месте. This is some map what you don't have. Да, это та карта, которая немножко не похожа на вашу. From Switzerland. Это из Швейцарии. So
Malik and Gelweiler. So the focus will be the client problems. И фокусом в данном случае являются проблемы клиента. The future client problems, and they want clean air, fresh air. Им нужно, так сказать, чистый воздух, свежий воздух. And they want mobility. Им требуется мобильность. Maybe what today, before the coffee break, the colleague from Moscow said, comfortability. И то, о чем говорил выступающий до кофе-брейка, комфортность. But also there are some economical aspects. А также и экономический аспект, немаловажен. Going in details, yeah, social немножко детализируя социальные аспекты. The most important thing is, the public, the inhabitants, get the possibility to move better around the town. Наиболее важным является сделать доступным для жителей двигаться внутри и вне города. And this makes them active, more active. И сделать их более активными. Then a very important aspect, the green area, the green aspects. Очень важна так называемая зеленая часть, зеленые аспекты. Estonia has the freshest air in Europe. В Эстонии самый свежий воздух в Европе. This is not a statistic by Tallinn, but это не статистика Таллина, это статистика целого мира. В мире это действительно подсчитано. But there are still improvement areas to reduce. Но тем не менее до сих пор есть области, где возможно улучшение, где возможно сокращение выбросов вредных газов, в частности CO2. For example, this greenhouse gas. Например, так сказать, так называемые зеленые дома, зеленые автомобили. Ensure the air quality and the noise. Air quality has directly impact also to the plants of the town. Поскольку загрязнение воздуха и шум, они оказывают существенное влияние на качество окружающей среды. Yeah, financial aspect. Немножко о финансовом аспекте. The one big aspect in Estonia, in Tallinn, is the registration of the inhabitants. Существенный аспект является регистрация жителей Таллина, жителей Эстонии. As I told, the taxes, the receiving of the taxes in the town is connected with the. Поскольку получение налогов напрямую связано с тем, живет ли человек в городе или нет. And a lot of people living outside of Tallinn. И поскольку множество людей живет вне города Таллина, они зарегистрированы вне, соответственно, их налоги идут в бюджет тех мест, где они живут. So they are using the public products free of charge. Поэтому они используют как бы наши 10 euros. услуги города как бы бесплатно. So and possible resources for financing. Теперь о возможных источниках финансирования проекта. One point I said, this is the registration of inhabitants and the taxes. Один из возможных путей решения – это регистрация населения в городе, соответственно, рост доходов. Then the question about parking places, tickets for parking places. Также вопрос возможный – это парковки и их, так сказать, стоимость, повышение стоимости. Reorganization of budget positions. Да, реорганизация, реструктуризация позиций городского бюджета. And but last but least, some kind of rising of efficiency. И последнее по порядку, но не по значению, это повышение эффективности общественного транспорта. So here in other towns they had good results that
money from streets repair and maintenance and investments go to the public transport. И один из путей, к которому пошли в других городах, это, так сказать, переориентация статей бюджета, ориентированных на очистку и ремонт дорог, на городской транспорт. Because the streets were not used so frequently anymore. Поскольку в этом случае дороги используются меньше. So the implementation. Теперь реализация, внедрение. At the beginning, it was a referendum. Вначале мы провели референдум. It was asked the inhabitants of Tallinn, what do you think about this? Мы спросили жителей Таллина, что вы думаете по этому поводу. Do you want fare-free Хотели бы вы иметь бесплатный транспорт или нет? And the result was quite good, 75%. И результат оказался таким, что 75% высказались за бесплатный транспорт. They said, yes, we want. Да, мы хотим этого. And then the implementation steps. И тогда наступила стадия внедрения. It was merged all public transport companies to one company. Было слияние двух городских компаний транспортных в одну. Then the city council did the decision. Затем городской совет принял решение о бесплатном общественном транспорте. It must be by law. Потому что это должно было быть принято на законодательном уровне. Then the parking possibilities in town were reduced. Затем было произведено сокращение бесплатных парковок в городе и увеличение стоимости парковки. And of course, a program was started about renewing the. И начата программа по обновлению парка общественного транспорта. In the same way, the ticket system was changed. Также была изменена система билетов. Before it was paper ticket. Раньше это был бумажный билетик. And now we have a so-called green card. Сейчас мы имеем так называемую зеленую карточку. Where the customer, the person, when stepping into the bus, into the vehicle, которую, так сказать, пассажир, входя в транспорт, he or she registrate by himself that they are going. Как бы, который он регистрирует свой проход. And if there are Tallinn inhabitants, then this is free of И если он житель Таллина, то для него эта поездка бесплатна. And if it's not an inhabitant from Tallinn, then there is some. А если он не житель Таллина, то тогда сверху загорается сигнал об оплате. Then results or the credit, remaining credit will be shown here. И тогда соответственная сумма будет списана со счета на его карточке. This has a big advantage because connected with the inhabitants, the town government. Это большое достоинство, я считаю, большим успехом, потому что позволило привязать оплату к реальному, так сказать, жительству граждан в городе, проживанию граждан в городе. They know the movement when the person stepped into the bus. И кроме того, стала понятна статистика передвижения, когда человек входит в автобус. And this is the most important information. И это самая важная информация для учета трафика. But of course, there is some question about you can follow a person where the person is going, but doesn't matter. Разумеется, остались вопросы, условно говоря, своей ли карточкой человек расплачивается, входя в автобус, но это вопрос уже второго плана. It's important how many people when using the public transport. Первый и самый важный вопрос: сколько людей пользуются транспортом. And news development in the end of the last months. И исследование, так сказать, последствий того, что привело вот за это нововведение за последние месяцы.
This was not only the Tallinn own transport possibilities, but also the railway transport. Я хотел сказать, что здесь также не только автобусное, но и железнодорожное движение участвовало в этом. So then some initial progresses. Теперь о, так сказать, развитии, о прогрессе. About the inhabitants. О жителях города. In 2012 and 2013. В 2012 и 2013 году, соответственно, together around about 14,000 more inhabitants in Tallinn. Количество жителей увеличилось примерно на 14 тысяч. You can calculate 1,000 inhabitants means 1 million euro. Примерно можно рассчитывать, что 1000 жителей добавляют примерно 1 миллион евро налогов. So it's a significant additional income for the company. То есть для компании транспортной это существенная прибавка. The usage of the public transport rises. Увеличилось использование общественного транспорта на 12%. The usage of cars go down. Использование частных машин снизилось. And the bicycle and walkings. Пешеходы и велосипедисты, количество их тоже снизилось. It's not good for health. Doesn't matter. I see. But no, it's good for the health because you think they are not walking on the street, but they are staying in the bus. Yes. And the air in the bus is better than the air. Я пошутил, что, так сказать, это не очень хорошо для здоровья. Говорят, нет, ничего, но они же все-таки стоят в автобусе, они сидят. So what kind of challenges Какие же задачи стоят в перспективе перед городом? There's of course what is said is separate lines for public transport. Это увеличение количества выделенных полос. Is mainly done. Это может быть сделано. Then so-called park and ride system will be implemented. При развитии системы перехватывающих парковок. So this means outside of the town there will be parking places and then the possibility to go with То есть парковки создаются по периферии города, и въезжающие в город могут пересесть на эффективно работающий пассажирский транспорт. Biggest point is the redesigning of the lines. Существенная часть это обновление дизайна и фактически структуры линий. This is because there are better information also from the new ticket system. Потому что теперь новая система билетов позволяет это сделать более эффективно. And right now there are political discussions to do this fare-free transport not only in Tallinn but all over the country. И сейчас идет обсуждение на уровне правительства страны о расширении опыта использования бесплатного транспорта общественного не только на Таллин, но и на остальные города. Then the future, if you are looking a little bit further. И несколько слов о будущем. And Tallinn will apply for European Green Capital in 2018. В 2018 году Таллин намерен бороться за звание зеленой столицей, самой зеленой столицей Европы. In this point, we need to mention that the concept of the green capital. Здесь нужно сказать, что концепция зеленой столицы was agreed between several towns of European towns. Была принята совместным решением нескольких столиц Европы. In the year 2006. В 2006 году. And they wrote this down in a so-called manifest. И был принят так называемый городской манифест. And the manifest is called Tallinn Manifest. И он называется Таллинский манифест. Because the majors of this town, of different kind of towns, were hosted by the mayor of Tallinn. Потому что мэры этих городов собрались вместе под председательством мэра Таллина. So
the idea about green Tallinn, green transport, and so on is a little bit is a little bit older than only some years. И идея зеленого Таллина, зеленого транспорта, она, так сказать, немного более продолжительна, чем несколько лет. And one of the 12 criteria Существует 12 критериев, 12 индикаторов, которые определяют статус. For getting this award, one is public transport. И один из них, немаловажный, это местный общественный транспорт. So Tallinn will be more greener in the next future. И в ближайшем будущем Таллин станет более зеленым. And I hope that the energy consumption in Tallinn will go also significant down. И я также надеюсь, что общее энергопотребление в городе будет также существенно снижено. But I know exactly some countries who are producing natural gas and naphtha, they are not happy about this. Хотя я догадываюсь, что некоторые страны, производящие нефть и газ, не будут очень счастливы этому. For example, America. Например, Америка. Thank you. Спасибо большое. Хорошо, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Я так поняла, что у вас картой пользуется не постоянно прописанное население, а даже временно зарегистрированное. Am I correct and understood that this green card is used not only by Tallinn inhabitants, but also, let's say, Tallinn visitors? Yes. Да, вы правы. И налоговая система устроена так, что не по месту прописки мы платим налог подоходный, а по месту регистрации. And also your tax system is organized in such a way that taxes is paid only when the location of residence, yes. Yes. Да, совершенно правы. То есть налоги платятся по месту регистрации. In German, it's the taxes is connected with the working place. But В Германии, если в Германии налоги привязаны к месту работы, то в Эстонии налоги привязаны к месту регистрации, то есть прописки. То есть тогда земельный налог они будут там платить. So the land use tax also related to registration. Налог на имущество. the land use. Yes. Только подоходный. So income tax. This is only income tax. Income taxes, yes. Нет, речь идет только о подоходном налоге. From salaries. Тут идет от зарплат. То есть то, что платит предприятие, находящееся. Ну, не предприятие, не сами платят, но да. Тогда получается, что вы этим способом как бы обобрали бюджеты пригородных территорий. Ничего подобного. Is it correct that in such way you take more from other budgets, from budgets of other areas? No. Нет. А вот смотрите, основной посыл был какой? Обеспечить транспорт за счет превышения подоходного налога над затратами на транспорт. Я так поняла. Нет, речь шла о том, что, так сказать, проезд бесплатный для жителей, а те, которые приезжают, они платят за транспорт. Вот, собственно, и вся разница. Если он зарегистрировался, но приезжает, он не платит. Нет, он должен быть жителем из Таллина. Жители сказали, что Зарегистрирован жителем Таллина. Да, уточните, у нас это не та регистрация, которая там зажиги. Да, не та регистрация. Тогда речь была о чем? Я сейчас пока без... Может быть, я предлагаю следующее. Давайте у нас... What was the question? What was the question? Честно говоря, у нас... В приватном порядке. What is your question? This was introduction, but what? Yeah, the question is that, what kind of registration of the person is, how it is related to budget. Who is registered citizen of the town?
there is you need to go to the town office and say, okay, I'm living in Tallinn. I'm living in Tallinn. Yeah, I have a contract, rent contract, or I have a house or an apartment, and I'm living. I'm living there. And you will get some stamp or some certificate. Not stamp, electronic. Электронный. Значит, речь идет так. Регистрация состоит в том, что вы идете в муниципалитет, да, и говорите: я житель Таллина. Вот свидетельство собственности на жилую площадь или свидетельство аренды жилой площади. Вот. Они говорят: ну, очень хорошо, этого достаточно. И регистрируют вас электронным способом, даже никакой штамп никуда не ставится. И этого уже достаточно, чтобы вы не платили за транспорт. Вот, собственно, и все. Если вы живете вне города Таллина, вы покупаете этот самый зеленую карточку, или, вернее, даже не покупаете, а просто вносите деньги на нее, вот, и, соответственно, списываете, как вот у нас там, вот еще вопрос. What was the reason why a number of inhabitants increased during this time for 9,000 people you mentioned in your presentation? Main of the reason was the free transport. So the people move from outside to inside. Да, вы правы, они действительно переехали из региона в Таллин, потому что им так показалось удобнее жить, используя бесплатный транспорт. They moved by documents. Документально, да. Им показалось, что так. Они не физически переехали, а приехали зарегистрироваться каким-то способом. Физически они могут жить где угодно, да. Окей. Пожалуйста, еще вопросы. What was the reaction of those territories where they lived before? Shit happened. Хорошо, спасибо. У нас уже